Да-да, сэр Безволосый, сегодня мы снова здесь с очередной реакцией Димаша, и это Hello кавер на знаменитую песню Лайонела Ричи. Я, как и, наверное, большинство людей в мире, знаю эту песню вдоль и поперек. Я помню, как моя мама рассказывала мне о том, как она впервые услышала ее. Это песня, которую люди помнят. Это очень-очень культовая песня. Это выступление было записано в 2018 году. И это первое выступление Димаша, которое я вижу, где я заранее знаю оригинальную песню, не проводя никаких дополнительных исследований. Другие каверы, которые я видел у Димаша до сих пор, это SOS и Sinful Passion, но я еще не знал этих оригинальных песен. Я получил довольно много запросов на эту песню. Не так много, как на некоторые другие его песни, но я думаю, что иногда забавно реагировать на менее популярные запросы. Но не волнуйся, я планирую ответить на все наиболее популярные запросы. Так что мне безумно интересно посмотреть, что Димаш сделает с этой песней. Я готов к любым демашификациям, которые могут нас ожидать, как мы видели в других его выступлениях. Так что давай сразу перейдем к этому. Я был наедине с тобой в своей душе и в своих мечтах. И целую тебя в губы 1000 раз. Иногда я лучше всего вижу тебя за пределами моего. Привет, это то, что ты ищешь. Я вижу по твоим глазам, я вижу по этому взгляду, что ты все, чего я когда-либо хотел. И мои объятия широко раскрыты. Потому что я точно знаю, что сказать. И ты точно знаешь, что делать. И я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю. Эй, интересно. Здорово снова видеть, как он поет по-английски. Пока что это очень атмосферное вступление, что имеет смысл, учитывая песню S. Я думаю, что к этой песне стоит подойти с другой стороны. У нас получается эффект мерцания благодаря прочному шнуру под ним. Все в порядке, так что ты знаешь, каким будет мой первый вопрос. Этот инструмент, которому ты научил меня, рассказывает о твоих увлечениях. Так что же это за инструмент, который мы видим? Это похоже на очень классный деревянный духовой инструмент. Он звучит немного как флейта, и на нем играют сверху вниз. Это не похоже на флейту, на которой играют сбоку, и она выглядит деревянной. Так ли это на самом деле? Я в любом случае предполагаю, что это казахский инструмент. Очень здорово видеть, что мне нравится, когда в этих выступлениях есть что-то неизвестное, особенно когда есть инструмент, который я никогда раньше не видел. Так что с точки зрения гармонии, во-первых, мы играем в другой тональности, чем раньше. Тот самый. В оригинальной песне мы находимся в D, в то время как в оригинале в A, что означает, что D — это практически самая дальняя точка по обе стороны от A, которую вы можете пройти. Так что от A здесь будет либо то, либо другое. Здесь или здесь, в зависимости от того, движемся ли мы вверх или вниз, мы видели в других выступлениях Димаша, где они любят менять тональность на очень малую величину, например, на полшага или на 1 шаг, так что это оригинал. Пойми, что ты делаешь, и это та тональность, в которой мы сейчас находимся. Мы видим, что Димаш начинает с более низкого тона, так что мы могли бы подумать, почему ты начинаешь ниже, когда он может петь так высоко, конечно, он должен начинать выше. Оригинально, чтобы показать это, ну если вы начинаете ниже, на самом деле это просто означает, что у вас больше места для работы сверху. Если вы думаете об этом с точки зрения клавиатуры, у вас больше клавиатуры над вашей начальной точкой, вы можете продумать каждую ноту. Возвышайся над ним как над новой возможностью, в которую ты можешь превратиться на протяжении всего выступления, возможно, поэтому начав с более низкого уровня. У тебя будет больше возможностей продвинуться вверх и исследовать более высокий уровень. Димаш — это Димаш, и я ожидаю, что он будет исследовать более высокий уровень. Признайся, что мы еще этого не видели, но в целом у меня возникает довольно мистическое ощущение, и я расскажу об этом через секунду. Но вот этот быстрый маленький деревянный духовой инструмент очень воздушный, может быть для меня, потому что я не знаю этого инструмента. Подсознательно я чувствую, что нахожусь здесь в каком-то неизвестном месте,
что для меня всегда будет создавать немного жутковатое ощущение. Но чтобы добавить к этому жутковатому ощущению, у нас есть этот аккорд в поиске сразу после того, как он скажет 4 на самом деле. Здесь есть очень тонкое гармоническое изменение, но я думаю, что это очень-очень эффектно, особенно учитывая, насколько оно незначительно при поиске. Мы ожидаем услышать мажорную версию, счастливую версию общей тональности, в которой мы находимся, потому что в исполнении мы играем в ре миноре, так что мы ожидаем услышать аккорд ре мажор, в оригинале они в ля миноре, а при поиске мы слышим аккорд ля мажор. Так что любой, кто знает песню, ожидает услышать это, так что в данном случае мы ожидаем услышать это. Вот как звучит этот аккорд, и в конце концов мы действительно добираемся до него, но сначала ненадолго останавливаемся на этом диссонирующем аккорде, который выглядит вот так. А затем эти две ноты просто скользят вниз. По полшага каждому, чтобы затем дать нам аккорд, мы ожидаем такого небольшого изменения, но этого действительно достаточно, чтобы сбить тебя с толку, совсем чуть-чуть. Это действительно очень сильно выделило меня. Может быть, это только у меня, я не знаю, но это единственное, что я. Мне очень нравятся каверы на песни, которые ты уже знаешь, это их свобода добавлять эти маленькие нюансы. И мы могли бы также утверждать, что добавление этого в них на самом деле служит цели подчеркнуть следующую вещь, которую поет Димаш, а именно слова «си». Это видно по твоим глазам, так что в этом аккорде мы опустили эту ноту вот сюда. И это именно то, что сейчас поет Димаш на си, это видно по твоим глазам. В комментариях многие из вас сказали, что каждое решение принимает Дид. На это есть причина, и я вполне могу поверить, что это может быть одним из таких примеров. Ладно, давайте продолжим. Пока что мне нравится эта аранжировка, в ней много действительно тихих, устойчивых струнных нот на заднем плане, паузы, когда одна нота переходит в другой аккорд, который меняется, а затем в конечном счете становится частью этого аккорда, создают большое едва уловимое напряжение. Я люблю тебя. Я был с тобой наедине. Это в моих мыслях и в моих мечтах о 1000 поцелуев в твои губы. Это из-за меня я говорил раньше о том, что нужно начинать ниже, а не выше. Что же, теперь он поднялся на октаву, он стал выше. И теперь мы можем видеть его более мощный грудной голос. Теперь он должен стать еще выше в своем грудном голосе, который довольно высок. Я вижу это в твоих глазах, я вижу это в твоих... Ты все, чего я когда-либо хотел, и мое сердце дома. Почему же? Ведь ты точно знаешь, что сказать, точно знаешь, что сделать, но я хочу рассказать. Потому что мне это действительно нравится. Я действительно люблю оригинальную песню, так что, возможно, это играет определенную роль. Но я действительно думаю, что эта аранжировка и эта версия очень-очень хороши теперь, когда мы увидели оригинальную песню. Сначала. Эти замечательные вокальные партии, которые он исполняет в довольно восточном музыкальном стиле, действительно меняют музыку. Особенно в сопровождении этого деревянного духового инструмента. Это приятное обожествление очень популярного инструмента. Культовая западная песня возвращает нас к тому факту, что мы играем в другой тональности, и теперь Диэш может петь выше. Самая высокая нота в этой фразе звучит здесь довольно высоко для твоего грудного голоса в оригинале. Вот в чем разница. Это оригинал песни Диабзер. Я думаю, мы все можем согласиться, что это более мощное звучание. Так как в этой тональности Диэш действительно может использовать мощь своего грудного голоса, а чуть дальше у нас появляется новый высокий уровень от Диаша. Так вот, раньше это было так, а теперь это здесь, и он использует своего рода смешанный голос, который представляет собой смесь его полного грудного голоса и его полного сетла. Я бы хотел, чтобы вы просто послушали инструментовку под словом «поцелуй».
Это еще одно очень-очень тонкое гармоническое изменение, которое вносит свой вклад в это немного более восточное музыкальное звучание, снова указывая на плавность аранжировки, которую можно получить, когда исполняешь кавер на песню, а потом он не говорит «Я люблю тебя» по-английски, я предполагаю, что это по-китайски, так вот как ты говоришь «Я люблю тебя» по-китайски, ладно, давай продолжим. Классный инструмент. Инструмент, который, как я опять же предполагаю, является казахским, занимает центральное место на сцене, потому что он совсем не поет «Привет». Привет. Я хочу и еще раз хочу. Боже мой. Заканчиваю на китайском, я не знаю, что он сказал. Если кто-нибудь знает, дайте мне знать в комментариях, что он прошептал в этот момент. В конце звучит приятное уважительное завершение, учитывая, что он поет в Китае. Да, мне нравится эта песня, такая классная и интересная. Это уникальная кавер-версия такой культовой песни, которую мы все знаем. Так что давайте просто перейдем к некоторым заключительным фрагментам из этого последнего раздела. У нас получится совершенно отдельный раздел, если хотите, почему я говорю отдельный, потому что на самом деле в нем нет никакого сходства. Чтобы поприветствовать тебя, музыкальная тональность технически та же, что и у нас есть эти гудящие ре, которые мы слышим в базе. Но в целом это гораздо более гармонично и неоднозначно, по крайней мере с точки зрения западной музыки, масштаб или лад, так что ноты, которые он выбирает для пения и которые вписываются в общую гамму или режим, теперь другие, и я собирался сказать, что похожий текст стал «Привет». Но на самом деле теперь он поет «Привет». Мне это действительно нравится, я нахожу это почти забавным. В некотором смысле, потому что для меня самая знаковая часть оригинальной песни – это «Привет, привет». Ты знаешь, очень короткое и запоминающееся. Это то, что все помнят. И весь этот раздел эти мелизмы – это когда ты поешь множество нот только на один слог. Это почти как намек на самую культовую часть оригинальной песни. Оригинальная песня называется «Hello». Он взял просто «Hello» и сделал из этого грандиозную демонстрацию. В моей первой реакции на Димаша, я думаю, я назвал его шоуменом, и это пример того, как он был шоуменом, я думаю, это очень круто. Цель всего этого раздела – дать Димашу свободу в его вокале. В музыке нет никаких изменений, так что все это в нем, и он может делать то, что хочет, и я действительно получаю удовольствие. Я чувствую эту свободу здесь, когда он поднимается на эту ноту, так что он не поднимается ступенчато, он поднимается вверх, а затем выбирает не совсем ту ноту, на которой он поет, а чуть-чуть ниже, и я действительно верю, что это так. Это его стилистический выбор, который как бы снимает формальность.
он как бы говорит: позволь мне быть свободным, я просто буду делать то, что хочу. Я не удивлюсь, если он на самом деле импровизирует, а затем в конце этого раздела мы. Вернитесь к узнаваемой версии Hello, которую мы знаем, и вы заметите, что там был барабанный дрон. Что же? Это очень похоже на Fall Passion в том, как они переходят от одной и той же отдельной части к другой. Димаш исполняет этот бегущий вокал. Это касается бэк-вокалистов, или если это снова бэк-трек, то он отвлекает на себя внимание на какое-то время, а потом, конечно, возвращается и начинает еще более неистово петь. А потом вот так. У нас очень небольшая задержка, и я не знаю, как это описать. Но у меня просто от этого меняется выражение лица, это просто бросается в глаза. А потом в самом конце это может на самом деле не быть. Как бы высоко ты ни думал, это все равно высоко для мужчины. Но я думаю, что это кажется намного выше, чем есть на самом деле. Потому что за этим стоит огромная сила. Он не просто использует свой фета, который он использовал бы, чтобы пойти в. Здесь он использует смесь действительно высоких нот, и чтобы использовать смесь и видеть, что она чрезвычайно высока, он может генерировать гораздо больше энергии, так что это было здорово. Мне нравится видеть такие вещи. Я никогда в жизни не думал, что услышу кавер на Hello. Это прозвучало так, что давай оставим все как есть, как всегда. Большое тебе спасибо за просмотр. Буду признателен, если поставишь лайк и подпишешься. И мы увидимся в следующий раз.